Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Инфраструктура под угрозой. В ЕС черпнули со дна газовых хранилищ. Низкие температуры приводят к самым быстрым темпам извлечения природного газа из хранилищ в Европе за последние 5 лет. Поскольку спрос на отопление растет, в хранилищах осталось лишь 47%. В прошлом ЕС завершал отопительный период на таких значениях. Александр, пожалуйста, прокомментируйте данные тревожные вести. 65 миллиардов кубических метров была мощность подземных хранилищ газа Европейского Союза на рубеже нулевых и десятых годов. Сейчас мощность подземных хранилищ газа Европейского Союза превышает 110 миллиардов кубических метров. Это первое. Это первое обстоятельство, которое как бы прозрачно нам намекает на то, что смотреть исключительно на такую вещь, как проценты, не имеет никакого смысла, если мы не понимаем, всю ситуацию с этими самыми подземными хранилищами в развитии. То есть, одно дело 47% или 48%, половина, меньше половины от 65 миллиардов кубических метров. Совершенно другое дело от 110 и тем более там 115 миллиардов кубов. Что, наверное, вполне очевидно, если это проговорить. Но не очевидно, если просто смотреть на те показатели, которые нам сейчас активно зачем-то, по какой-то необъяснимой для меня причине, вновь начали регулярно публиковать. Мол, посмотрите, в Европейском Союзе осталось, и далее называется какая-то доля заполненности подземных хранилищ в Евросоюзе вообще, в каждой отдельно взятой стране в частности, подчеркивается, сколько газа осталось, например, в Германии, во Франции. Точнее, не сколько газа осталось, а какова доля заполненности подземных хранилищ. Но, еще раз, было 65, более 15 лет назад, сейчас более 110 миллиардов кубических метров. То есть мощности расширились. А потребление газа снизилось. Потребление газа сейчас заметно меньше того, что наблюдалось в конце нулевых, начале десятых годов. Притом потребление не связанное с погодными условиями. Понятно, что если у вас идет похолодание, то у вас резко возрастет потребление газа. Если у вас при этом еще и ветроэлектростанции остановятся, то спрос на газ будет увеличиваться опережающими темпами. Означает ли это, что Европа замерзнет, может замерзнуть? Вот-вот еще немножко и все, карачун? Нет, не означает. Более того, если мы посмотрим на ситуацию, скажем, опять же, в разрезе хотя бы лет 10-15, мы увидим, что объемы минимальные, которые оставались в подземных хранилищах Европейского Союза, составляли вот прям минимальные, порядка 19 миллиардов кубических метров. Это мало, это безусловно мало. И можно сказать, что, ну погодите, ситуация-то, может быть, сейчас они потребляют меньше, ну в целом, там промышленность, население, без учета погодного фактора. Но ведь и возможность импортировать газ раньше было больше, потому что действовали Северный поток, Ямал-Европа. Да, это будет справедливо. Такого рода замечание будет справедливым, и более того, это опять же укладывается в нашу логику о том, что нужно смотреть на развитие газового рынка, точнее на газовый рынок в развитии, на подземные хранилища в развитии, и на подземные хранилища не сами по себе, а в контексте. Опять же, когда какие-то компании, необъяснимо для меня зачем, публикуют данные только про ПХГ, хочется задать вопрос. И что? Ну, вопрос может прозвучать по-хамски, вопрос может прозвучать непонятно, но он идеально иллюстрирует точнее объединяет массу вопросов, которые возникают после того, как мы читаем посты у этой компании в телеграм-канале про подземные хранилища. И что? О чем идет речь? О том, что, собственно, я уже сказал, без рассмотрения возможностей импорта газа, без рассмотрения текущего объема потребления без учета погодного фактора, без рассмотрения погодного фактора в третью очередь, мы не можем делать какие-то обоснованные выводы из заполненности подземных хранилищ. Тем более мы не можем их делать, если мы смотрим только на долю.
А если мы смотрим на реальные объемы, на объемы в абсолютных показателях, то мы увидим, что объемы в подземных хранилищах Европейского Союза сейчас составляют порядка 48-50 миллиардов кубических метров. Почему такая разница? Почему нельзя сказать, сколько вот конкретно? Если там пишут 47%, а я сказал, что где-то 110 и более миллиардов кубов мощность. Потому что есть разные коэффициенты пересчета, к огромному сожалению, и поэтому вы можете увидеть на одну и ту же дату совершенно разные оценки. Они могут отличаться на несколько миллиардов кубических метров, потому что одна компания использует один коэффициент с учетом температур, там, скажем, 0 градусов, а кто-то использует другой коэффициент, который и учитывает другой температурный режим, скажем, 20 градусов. Понятно, что объем газа при нуле и при 20 градусах в объеме, в кубическом метре, будет немножечко разный. Объем будет разный. Количество газа в объеме будет немножко разным. Вот. Но, тем не менее, разница не столь велика, чтобы мы могли сказать, что нет, мы не можем разобраться в этом вопросе. Поэтому я предлагаю посмотреть на ситуацию так. 48-50 миллиардов кубов, небольшой разброс. А сколько времени осталось на отбор? Отбор активный будет идти еще примерно месяц. В марте возможны похолодания. Более того, возможны похолодания в конце марта, начале апреля. Такое уже бывало. Но пиковые объемы потребления, как правило, занимают где-то 1-2, максимум 3 недели. Из того периода отопительного сезона, который начинается с 1 января и, собственно говоря, идет до конца марта, когда номинально отопительный сезон заканчивается. То есть вот из этих январь, февраль, март, 3 месяцев, максимум 3 недели, будет идти пиковый отбор. Почему максимум? Потому что температурные аномалии, они на то и аномалии, чтобы не устанавливаться на 3 месяца подряд. Кстати, январь вот уже почти закончился. Мы, конечно, наблюдали довольно быстрые темпы отбора из подземных хранилищ, но только они стали замедляться на 4-й неделе. Первые 3 недели шел довольно быстрый отбор, притом не аномально быстрый, примерно как в 2021 году, в 2022 году. Примерно в том же темпе. Там были хорошие темпы отбора, безусловно. Но не сказать, что, опять же, это привело к истощению подземных хранилищ, при том, что в 2021-2022 году текущее потребление без учета погодного фактора было выше, чем сейчас. И вот. А на 4-й неделе объемы отбора замедлились. И сейчас они уже заметно меньше, чем были в 2021-2022 годах. Стоит ли это учитывать? Да, стоит. Но позволю себе еще один вопрос, который скрывается в этом и чего. А зачем мы смотрим на подземные хранилища газа? То есть какие выводы мы для себя делаем, какие выводы мы транслируем вовне и, что важно, кто аудитория? Я сомневаюсь, позволю себе такую вольность, что телеграм-канал того же самого «Газпрома» активно читают в Европе. А если читают, то активно его цитируют из серии: «Посмотрите, какой кошмар! У нас в подземных хранилищах осталось, ай-яй-яй, как мало газа!» И вряд ли из этих цитат последуют какие-то политические выводы. То есть я сомневаюсь, что эта информация транслируется для зарубежного потребителя, притом не отдельных людей, а для широких народных масс в Европейском Союзе. То есть, скорее всего, это транслируется для потребителей внутри страны, внутри Российской Федерации. Зачем? Чтобы что? Чтобы в очередной раз намекнуть, как плохо Европе без нашего газа. Да, Европе плохо без нашего газа. Это, кстати, без шуток, без иронии, плохо без нашего газа, безусловно. Можно посмотреть на индексы промышленного производства, на ряд других параметров, объективных, опять же, параметров, которые следуют не из наших подсчетов, а из статистики, которую публикует Евростат. И мы увидим, что да, мягко скажем, нехорошо Европейскому Союзу. Но нашему потребителю, нашей широкой аудитории, какая разница, по большому счету, сколько газа осталось в подземных хранилищах Европейского Союза? Если это намек, что, ребят,
давайте гордиться тем, что им плохо без нас, ну, это проигрышная позиция. Она не плохая, она проигрышная в том смысле, что люди начинают год за годом ожидать, что ну, там все, сейчас все замерзнут. Более того, зачем-то люди к нам ходят в комментарии и раз за разом пытаются нас, вот нас на этом канале, убедить, что мы кому-то говорили, что Европа замерзнет. Но это, видимо, люди, которые превью, которые служат для того, чтобы привлечь аудиторию, вот они на них посмотрели и решили, что превью это не для того, чтобы аудиторию привлечь, а это вот краткое, четкое обозначение того, что будет в ролике. А в ролике прямо говорится, нет, Европа не замерзнет. Год за годом. И вопрос, а широкая аудитория замечает, что Европа не замерзнет? Ну, в кавычках или без кавычек, как хотите, вот это замерзнет. Замечает. Более того, судя по тому, что люди к нам начинают бегать в комментарии, людей этот тезис, ну, немножечко раздражает. Так что зачем транслировать эту мысль про европейские подземные хранилища? Чтобы что подчеркнуть? Просто подчеркнуть, что им плохо без нас, ну окей, им плохо без нас. Запомнили. Выводы из этого какие? Или подразумевается, что широкая аудитория в Европейском Союзе все-таки через таких политических лидеров, являющихся нашими не то что друзьями, но вот как бы ситуативными союзниками, как Фица, как Орбан, вот широкая аудитория, узнает о тяжелом положении подземных хранилищ Европейского Союза, возбудится, взбунтуется и скажет, восстанавливайте закупки в Российской Федерации. Так этого не произойдет. То есть могут ли быть подвижки в политике Европейского Союза? Могут быть. Но не через телеграм-каналы даже очень крупных компаний их делать. Это не так делается, на мой личный взгляд. Более того, если сейчас начать в Европе говорить, посмотрите, боже мой, как мало газа в наших подземных хранилищах, хотя его немало, 48, даже 45 миллиардов кубических метров. Я вот сейчас прям округляю, исходя из того, сколько там газа останется под конец месяца, может даже меньше 40 миллиардов кубов будет. То есть, ну, прям под конец января, в начале февраля. Это немало. Это немало. А учитывая динамику отбора, от 200 до 400 миллионов кубических метров в неделю. 400 миллионов, это вот прям пик-пик, это прям очень быстрый отбор. 200, ну это нормальный объем. Я предлагаю всем взять и посчитать, хватит ли, скажем, 45, да даже 40 миллиардов кубических метров на 2 месяца. Если отбирать даже по 400 миллионов кубов в неделю, да хоть по полмиллиарда отбирать. Сколько недель осталось? 8? Последнее, что хочется сказать на эту тему, что раз за разом проблемы газовой отрасли будут использоваться не для того, чтобы показать, как они ошибались в отношении России, а еще раз, для того, чтобы подчеркнуть, что от газа вообще надо отказываться как можно быстрее. Собственно говоря, примерно так это выглядит, и хочу самого себя немножко поправить. Вас порядком величин попытался я запутать. Разумеется, нет, не на 200 миллионов кубических метров там сокращается потребление, безусловно. Там потребление потребление из подземных хранилищ, отбор из подземных хранилищ составляет там от 3 где-то до 5 миллиардов кубических метров в неделю. Ну, соответственно, если у вас остается 8 недель, допустим, активного отбора, сколько вам надо природного газа? И хватит ли вам ваших там 45, 48, а то и 52 миллиардов кубических метров? Это учитывая, что 5 миллиардов кубов – это максимальный отбор. А может быть 3 миллиарда кубов. А может быть отбор за неделю 2,5 миллиарда кубов. Поэтому, дорогие друзья, если кто-то из вас рассчитывает, что Европа замерзнет, нет, не замерзнет, годами говорим, повторим еще раз. Не замерзнет. Но, как уже говорилось в отдельных выпусках, энергетический кризис в Европейском Союзе переходит в хроническую стадию. Вот примерно так она выглядит. Постоянная паника, скачки цен, выпученные глаза. Ну и попытки рассказать, что нет, газ нам не нужен, нам нужно дальше отказываться от него. Но почему-то потребление начало восстанавливаться в 2025 году. Однако это тема для отдельного разговора. Всего хорошего.
Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.